Дружба между людьми и животными не знает границ. Всем известна история о верных собаках, которые поддерживают своего хозяина в любых обстоятельствах. Они никогда не бросят своего хозяина или любовницу и даже пожертвуют своей жизнью ради них, если того потребует ситуация. Однако сегодняшний рассказ не об обычном домашнем животном, а о диком. Точнее, медведя, спасенного и выращенного человеком. То, что произошло спустя несколько лет, просто удивительно. В 2016 году группа пилотов заметила маленького медведя на аэродроме в Орловке в Тверской области России. Этот бродил в одиночестве возле взлетно-посадочной полосы. Сначала мужчины наблюдали за ситуацией с безопасного расстояния, так как предполагали, что животная мать в любой момент последует за ней из леса. Но когда через некоторое время она так и не появилась, группа была уверена, что молодое животное путешествует в одиночестве. В то время в окрестностях Твери бродили браконьеры, поэтому мужчины предположили, что их жертвой могла стать мать младенца. Понимая, что осиротевший медвежонок без помощи долго не протянет, летчики решили приблизиться к животному. Конечно, поначалу медвежонок очень сопротивлялся, но со временем мужчины завоевали доверие медвежонка. Пилоты быстро установили хорошие отношения с диким животным, и вскоре медвежонок уже сидел в кабине первого самолета. Медвежонок был явно в восторге и с широко раскрытыми глазами сидел на коленях у пилота, с любопытством оглядываясь по сторонам. Люди с любовью заботились о животном, они давали ему есть и пить и играли с ним. Летный экипаж знал, что они не смогут отправить медвежонка обратно в лес. Риск быть съеденным или умереть от голода более крупным животным был слишком велик. Поэтому они решили оставить животное и вырастить его. Они дали медведю имя Мансур и много времени проводили с животным. По мере того, как медведь подрастал, он стал самостоятельно резвиться по аэродрому. Это было похоже на гигантскую игровую площадку для Мансура. В дополнение к нескольким игрушкам, которые команда купила специально для животного, конечно же, повсюду на аэродроме можно было найти интересные вещи. Больше всего он любил карабкаться по лестницам, их было достаточно вокруг. Позже он даже умудрялся самостоятельно забираться в самолеты. Мансур стал всеобщим любимцем на аэродроме, и весь экипаж позаботился о дикой природе. Они также дали ему прозвище Аэрбиар. Именно под этим именем он, наконец, стал известен в округе, и так много людей пришли просто полюбоваться медведем или потискать его. Кроме того, лучшим другом Мансура стал летчик Хаски, они вместе играли на аэродроме и прекрасно проводили время вместе. Тот факт, что один был медведем, а другой собакой, казалось, не имел значения в этой дружбе животных. Хотя в целом Мансур был очень открыт ко всем людям и животным, был один человек, с которым у него была особенно сильная связь. Его звали Андрей Иванов, он был одним из пилотов, которые спасли его тогда. Мужчина стал лучшим другом медведя и заботился о медвежонке, как будто он был отцом. Когда медвежонок был еще меньше, он иногда даже брал его домой, чтобы не приходилось ночевать одному в аэропорту. Он также проводил фундаментальные исследования медведей и за эти годы накопил большой опыт. Но Андрей также с самого начала знал, что медвежонок хоть и симпатичный, но становится настоящей проблемой, когда становится больше. Когда пришло время и медведь уже достиг приличных размеров, Андрей и другие люди поняли, что от него надо отказаться. Аэродром не был подходящим домом для такого крупного дикого животного, но куда им взять медведя? Он слишком долго жил с людьми и больше не мог выживать самостоятельно в дикой природе. И окрестные зоопарки тоже отказались принимать Мансура, потому что у них не осталось места. Но в конце концов нашелся человек, который пообещал поселить медведя в заповеднике, где Мансур мог бы жить счастливо. Хотя летчикам было очень грустно расставаться с Мансуром, она знала, что это к лучшему для него. Предполагалось, что Андрей может в любое время навестить медведя, чтобы посмотреть, как у него дела. Но когда чиновники приехали за медведем, его просто посадили в клетку и угнали. Андрею и остальным членам группы не понравилось, как они обращались с Мансуром. Но, может быть, именно так обращались с диким медведем, и они были слишком женоподобными, подумали они.
Однако, когда через несколько дней, как и было оговорено, Андрей захотел навестить медведя, сотрудники предполагаемого заповедника отказались. Медведю лучше бы больше не видеться с прежними хозяевами, чтобы привыкнуть к своему новому дому. Андрей нашел это дело странным и решил взять дело в свои руки и расследовать дело. Вместе с другими пилотами он провел расследование и наконец выяснил, что их обманули. Мансура отвезли не в заповедник, как обещали, а в одно из самых страшных мест для медведя. Они отвезли Мансура на так называемую медвежью станцию, собак обучают там охоте на медведей. Диких животных жестоко заковывают в цепи, и нередко их острые зубы и когти безжалостно удаляют. Эти станции жестокого обращения с животными в больших масштабах, когда пилоты узнали, они были в шоке. Как такое могло произойти, при этом всем было ясно, Мансура надо вытаскивать оттуда. Поэтому они спланировали спасательную операцию и отправились на станцию, чтобы освободить медведя. Рев Мансура уже был слышен у входа на медвежью станцию, медведь был в железной клетке и явно был очень подавлен. К счастью, зубы и когти медведя еще не удалили, мужчины пришли как раз вовремя. Пилоты назвали хищника по имени, и Мансур тут же прекратил шуметь. Когда клетку открыли, Мансур прыгнул к Андрею на руки и радостно стал приветствовать других пилотов, облизывая им руки. Радости животного не было предела. Удивительно, но прирученный дикий зверь даже попрощался с хозяином медвежьей станции, как бы говоря, я на тебя не сержусь. Кроме того, Мансур дернул Андрея за пальто, как бы говоря, просто возьми меня с собой и никогда больше не оставляй меня одного. Мужчины и женщины погрузили медведя в багажник автомобиля и увезли из этого ужасного места. Они также решили больше никому не отдавать Мансура. Они отвезли его в более крупный аэропорт, чем тогда, и получили квалифицированную помощь в том, как удержать медведя вдали от дикой природы. Затем пилоты с помощью пожертвований со всего мира построили для Мансура большой защищенный вольер, где у него достаточно места для прогулок и игр. Больше всего, конечно, ему нравится проводить время с Андреем. Отношения между ними со временем стали еще лучше, и ни один из них не может представить жизнь без другого. Иногда Андрей даже убаюкивает медведя. Но в большинстве случаев все становится немного более диким, как видно на этих фотографиях. Сам Андрей говорит, что медведь никогда не становился для него опасным. Разве это не великолепные фотографии двоих,